Всем привет! Сегодня я покажу вам, как я оформляю свои панно из плиток в раму. Самый простой способ– это, конечно же, заказать такую раму в багетной мастерской. Но, во-первых, это не очень дешево, а во-вторых, далеко не в каждом городе и поселке найдется багетная мастерская. Поэтому предлагаю сделать такую раму самостоятельно. Я сделала 8 плиток и буду делать из них 2 панно по 4 плитки. И использовать я буду в данном случае в качестве рамы обыкновенную дверную обналичку. Я купила эти наличники в небольшом строительном магазинчике недалеко от дома. И за штуку я заплатила около 200 рублей, длина у них 2,20. Я считаю, это очень выгодно. Вот такая она ламинированная и из МДФ. Можно также купить деревянную. Я не знаю, насколько это будет дороже или дешевле, но я думаю, что принцип вам понятен. Использовать можно любые подобные предметы. Итак, мне понадобится стусла и маленькая пила. Для тех, кто никогда не использовал стусла, я сейчас покажу, как это делается. Мое стусло просто развалилось пополам уже, я очень давно его использую, поэтому купила новый комплект. Стоимость вот такого комплекта 260 рублей. Комплект состоит из самого стусла, пилы и рукоятки для пилы. Для чего нужно стусло? Для того, чтобы ровно распилить под углом, а, без каких-либо замеров нужные вам предметы. Сейчас нужно собрать эту пилу. Это делается очень легко. Откручиваю болтики, шурупчики и проталкиваю между двумя частями этой рукоятки пилу, а потом закручиваю болтики обратно. Если вы можете распилить вашу раму для вашей работы под углом 30 градусов, не используя при этом стусло, ну, оно вам тогда и не нужно. А мне, например, очень удобно. Я не хочу ничего вымерять, измерять. И, честно говоря, при помощи стусла не очень ровно вырезаю, скажем так, отмеряю. Вроде бы ровно, но все равно получается какие-то зазоры. А уж без него совсем не получается у меня отпилить все нормально. Ну и потом вот такая вот маленькая пила, которая продается в комплекте со стуслом, очень полезна в хозяйстве. Когда большой пилой мы не можем что-то отпилить, она может там рвать, например, какие-то материалы тонкие, то маленькая пилочка здесь вот в самый раз. Показываю, до какого состояния у меня дошло моё предыдущее стусло, просто развалилось. Теперь отмеряем. Тут нехитрая, в общем-то, такая работа. Просто ровненько отмерить от и до, оставляя всегда около миллиметра с каждой стороны. Потому что, ну, это уже из моего опыта. Если совсем впритык отмерять, то получается коротким кусочек этот. Теперь я прям в стусло укладываю материал. И вот если у нас правая сторона смотрит вправо, то левая должна смотреть влево. Тут очень важно для неопытных, кто никогда этим не занимался, не отпилить нечаянно в другую сторону. Тогда ничего не получится. Укладываете отметочку, которую вы сделали, прям в пазу. И вот я показываю, в каком направлении я буду двигать пилой. Конечно же, на столе я ничего пилить не буду. Сделаю это в другом месте. Просто показываю, как это работает. И вот таким вот образом должны выглядеть все 4 стороны вашей рамы. Замеряете и отпиливаете. Здесь нет ничего сложного. Не забывайте оставлять по миллиметру с каждой стороны. Вот я отпилила все 4 стороны, укладываю их и сейчас буду делать для них основание. Нам нужно все это дело на что-то приклеить. В качестве основания я всегда использую обыкновенный ДВП. Отпиливаю его нужного размера, то есть укладываю на кусок ДВП раму вместе с плитками, обвожу обыкновенным линером или ручкой, карандашом и отпиливаю вот этой же самой пилой. Очень удобно. Теперь я загрунтую все отрезанные части, потому что они у нас ламинированные, и без грунта краска на них будет скатываться или ложиться очень плохо. Грунт я использую обыкновенный, адгезионный, как обычно, для художественных работ, но лучше в этой ситуации, мне кажется, использовать грунт мебельный, но во всяком случае, если он у вас есть. Я приклеила и плитки, и раму к основанию на клей «Момент Столяр». Он очень хороший, отлично клеит.
И вот может появиться у вас вот такой вот зазор. У меня он появился, причем на всех 4 сторонах. Это говорит о том, что где-то что-то я не очень хорошо измерила или не совсем ровно пилила. Ну, не отчаивайтесь, если у вас такое получилось, это очень легко можно исправить. Я взяла текстурную или рельефную пасту. Мне нравится для этого вот случая именно вот эта паста. Она очень хорошо наносится, быстро сохнет, и при этом излишки очень легко убираются наждачкой. Шпатлевку по дереву тоже можно использовать, но наносить надо ее более точечно, более аккуратно, потому что излишки удаляются довольно сложно. Она намного лучше цепляется и намного плотнее, и ну прям как дерево. То есть удалять ее наждачкой приходится с некоторыми усилиями. Итак, я нанесла пасту, как видите, довольно густо, потому что я знаю, что она очень легко убирается, счищается. И вот посмотрите, после того, как я счистила все излишки пасты, как у нас будет выглядеть рама. Она уже выглядит хорошо, а после того, как мы ее покрасим, вообще ничего не будет видно. Теперь я буду красить раму акриловой краской. Буду для этого использовать велюровый валик. Высота ворса 4 миллиметра. Поролоновые валики для акриловых красок я не рекомендую. Я покрасила в 2 слоя краской в цвете слоновая кость с промежуточной просушкой, а потом после этого нанесла еще один слой жемчужной краски для того, чтобы придать легкое сияние. Именно не блеск, а только лишь сияние. Лаком я покрывать не буду, так как эта краска сама по себе является финишным покрытием, но если ваша краска не заявлена как финишное покрытие, то нужно будет обязательно покрыть ее лаком. Если это видео стало для вас полезным, поставьте, пожалуйста, лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.